Итак, послезавтра 1 апреля. И это не только День смеха. 1 апреля отмечает свое 30-летие Первый канал. Господин Сиднев, скажите, а кто в канун дня рождения не знает отдыха? Именинник. Я бы сказал, жена именинник. Виктор, а кто на телевидении всегда за всех отдувается? Ведущий. Редактор. Ведущий, господин Левин. Совершенно верно. Поэтому сегодня отдуваться за весь клуб будет команда ведущих. Против телезрителей сегодня играют ведущая программы «Кто хочет стать миллионером» Юлиана Караулова, ведущий шоу «Фантастика» Вадим Галыгин, ведущий КВН Дмитрий Хрусталев, ведущий телеигры «Я люблю мою страну» Святослав Савченко. Спортивный комментатор Денис Казанский и капитан команды, трехкратный обладатель «Хрустальной совы», телеведущий Олесь Мухин. Против команды Олеся Мухина сегодня играют Анастасия Шашкова, Волгоград, Хусен Гагиев, Назрань, Светлана Пугачева, Иваново, Ирина Гуляева, Химки, Марк Селин, Бахчисарай, Сектор Плиц, Александр Прокофьев, Троицк, Жанна Бойченко, Калининград, Ирина Полякова, Пенза, Светлана Попомкина, Дзержинск, Сергей Штейн, Тверь, Алексей Оганесян, Чебоксары. 13-й сектор. Весенние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков, счет 0-0. Первый раунд. Господин Мухин, добрый вечер. Добрый вечер. Думаю, не надо объяснять, почему вы оказались во главе этой команды. Ну, во-первых, вы ведущий «Что, где, когда» на белорусском телевидении. Во-вторых, вы опытный капитан и можете подпереть своих неопытных игроков. Но главное, Олесь, вы самый главный весельчак среди знатоков. Ну, не без этого. И самый лучший знаток среди весельчаков. Спасибо. Вы согласны? Спасибо, господин ведущий, очень лестно, но на самом деле, в первую очередь, конечно, мне лестно своей игрой своей команды открывать юбилейный сезон клуба. Спасибо вам большое за такую возможность, это здорово. Против вас играет разработчик технической документации Алексей Оганесян, город Чебоксары. Господин Хрусталев, у вас такие очки, такая бабочка. Мне кажется, вы модник. Не без этого, господин ведущий. Вы Есть все о моде знаете? Нет. Сейчас проверим. Художник Маргарита Семенова. Архитектор Рогаль Левицкая. Главный конструктор Альберт Мудрик. Этот авторский коллектив в 60-х годах создал оригинальный мужской костюм. Внимание, вопрос. Назовите отличительную особенность этого костюма. Брюки превращаются в элегантные. Это все Рогаль Левицкая, это бриллиантовая рука. Брюки превращаются в элегантную руку. Миронов идет, да. Хорошо, давайте еще. Брюки превращаются Но они не в элегантные шорты. Но они не превратятся. Но Это оттуда, да? это конкретные фамилии из фильма. Хорошо, еще что-то оттуда. Если это не костюм человека. Давайте ту реалию вспомним. Давайте вспомним ту реалию. Идет Миронов по подиуму. Что там еще Брюки происходит? превращаются, брюки превращаются, брюки не превращаются. Я знаю фильм наизусть. Вадик, это понятно. Давай еще что-нибудь есть у нас? В главе этого фильма что-то, Вадик. Ну хорошо, какая особенность? Особенность, что они должны превратиться или что не превратиться? По задумке. То есть они. В итоге не получилось. Хорошо. Там у них было еще мини-бикини 69. Давайте еще что-то. Ну ты все знания, смотри, в чем вопрос, в чем особенность, да? Повторим еще раз. В том, чтобы брюки должны Господин ведущий, мы готовы. Прошу, кто У отвечает? нас знаток моды оказался Вадим Галыгин все-таки. Вадим Галыгин, прошу вас.
Мы предположим, что особенностью этого, собственно, созданного ансамбля такого, да, одежды, особенностью должно было стать то, что брюки должны были превратиться в элегантные шорты. А теперь, внимание, правильный ответ. Внимание на экран. Авторский коллектив, художник Маргарита Семенова, архитектор Рогаль Левицкая, главный конструктор Альберт Мудрик. Легким движением руки брюки превращаются брюки превращаются брюки в элегантные шорты. Вадим Галыгин, еще становится 1-0 в пользу знатоков. Интересы знатоков в этом сезоне будет защищать директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Здравствуйте, господин ведущий. Скажите, с каким настроением вы вступаете в новый сезон? С приподнятым. Во-первых, я по вам соскучился, господин ведущий, а во-вторых, у нас весенняя серия начинается в особенный год, год больших юбилеев. В первую очередь, конечно же, имеем в виду 80-летие Великой Победы, но помимо этого главного праздника страны в календаре нашлось место и другим круглым датам. Это и 30-летие Первого канала, 50 лет игре «Что, где, когда», а в августе мы будем праздновать 80 лет атомной промышленности России. Отечественная атомная индустрия, наследница Великой Победы, создала ядерный щит страны, надежный гарант безопасности нашей страны, а также подарила и стране, и миру неисчерпаемый источник энергии, надежные и мощные атомные ледоколы, суперкомпьютеры и способы излечения болезней, которые, кажется, были неизлечимы. Поэтому есть что праздновать, есть чем гордиться, нужно запасаться праздничным настроением уже сейчас и нести его вплоть до зимней финальной серии. Благодарю вас. Продолжаем игру. Второй раунд. Господин Галыгин, вы знаете, когда у меня вызревала идея этой игры и этого состава команды, я разговаривал с разными людьми. И раз за разом слышал: Галыгин, да мы с ним дружим. Вадим, сколько у вас друзей? Вы знаете, очень много, господин ведущий. Еще раз добрый вечер. Я даже никогда не считал и надеюсь, что их будет еще больше после этой игры. Вадим, скажите, а вы такой комфортный человек или вы, как крокодил Гена, ищете друзей? Вы знаете, во-первых, белорусы всегда все комфортные. 13-й сектор. Но друзей я все равно всегда ищу. Вы ищете друзей, да? Здесь есть один. 13-й сектор, Вадим, сегодня будет необычный. Уже в апреле начнутся игры магистров. И сегодня в преддверии игр в 13-м секторе сыграет первый магистр клуба «Что, где, когда», магистр, получивший свое звание 30 лет назад, Александр Друзь. Александр, вы не ожидали? Аплодисменты. Не ожидали? Ну, догадывался. Но вы же осенью прислали вопрос на игру. Да. А по своей тематике он полностью подходит для сегодняшней игры. Будем надеяться, что команда возьмет. В 1899 году юмористический журнал «ПАК» опубликовал карикатуру, посвященную скорому исчезновению гужевого транспорта. Записали? В 1899 году юмористический журнал «ПАК» опубликовал карикатуру, посвященную скорому исчезновению гужевого транспорта. Могу коротко вам ее описать. Представьте. Процессия животных на различных транспортных средствах провожает плачущую лошадь в музей естественной истории. Внимание, вопрос. Кто едет во главе этой процессии? Какой строкой можно было бы начать описание этой карикатуры? Жаба на медведя. Да, зайчик, это вам за детку какой-нибудь, нет?
Итак, Все плачущая животные, лошадь, ее значит, провожают. Все Горный животные отряд. в музее естественной истории. Какой строкой? Это мы должны знать эту строчку. Поэтическая строка, скорее всего. Ну, если те животные, которые уходят из нашего Ехали естественного медведи на велосипеде, может быть. Она там слишком протяженная история. чего, кто... И это было позже, тогда еще не было. Еще 899, У Пушкина что, кто бы, какой зверь на чем ехал? Она не обязательно должна быть этого периода, она может быть... Ребята, у Пушкина кто ехал на чем-то? Но Комар летал, да, там Нет, было? Пушкин летал это на позже, да. Черномор. На Воробье. Петушок, что там, что-то делал? Живой транспорт. Живой транспорт уходит Едет, в небытие. Ну, то есть, На его место. мчится тройка, история. но Это все равно птица это лошади. тройка. Куда ты Лошади, да. Но... название машин, которые тогда были. Нет, может это быть, кто? первые Это появились. одушевленный Они кто-то. уходят из нашей Голове. истории. Ну Что, Голове. кто-нибудь есть? Одушевленный кто-то едет. Итак, кто отвечает? Ну, у нас, к сожалению, мы не придумали такого хорошего ответа. Наверное, мне надо ответить. То есть, кто едет первым, правильно? Давайте, Олесь, отвечайте. Да медведи едут на велосипеде. А теперь, внимание, правильный ответ. Посмотрите на эту карикатуру, сейчас вам ее вынесу. Олесь, описание этой карикатуры можно было бы начать знаменитой строчкой Корнея Чуковского. Ехали медведи на велосипеде. Олесь Мухин 2-0. В этом сезоне интересы телезрителей будет защищать вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер. Добрый вечер. В первой игре прошлого сезона вы поставили цель. За год телезрители должны выиграть больше 20 миллионов рублей. И свой план перевыполнили. В 2024 году телезрители заработали своим умом 21 миллион 145 тысяч рублей. Алексей, какие планы на этот год? Знаете, господин ведущий, я вам скажу точно, что в планы не входило защищать интересы Александра Друзья, но видите, как начался год. Если говорить про деньги, то я думаю, что год будет рекордным. Но напомню, что правила в этом сезоне такие же. За вопрос 100 тысяч рублей, за лучший вопрос игры дополнительные 200 тысяч рублей. А сейчас позвольте мне сделать то, что я люблю больше всего. А именно? Положить в призовой фонд финала года 1 миллион рублей от Альфа-банка. Давайте внесем 1 миллион в призовой фонд. Уважаемые телезрители, напоминаю, в течение сезона вклад будет пополняться, а разыграют его телезрители, участники финальной игры 2025 года. Третий раунд. Господин Савченко, Да. а как вы отреагировали, когда вас пригласили сыграть в «Что, где, когда»? Поскольку этот звонок произошел примерно месяц назад, то весь этот месяц я каждый вечер засыпал с этой мыслью, сам придумывал вопросы и сам же блистательно на них отвечал. Но испуга не было у вас? Легкая паника сохраняется и сейчас, честно говоря, но это... Есть вещи, о которых ты в жизни мечтаешь, чтобы они произошли, а есть, о которых ты даже мечтать не мог. Сегодня такой вечер. Вы знаете, я вам раскрою небольшой секрет. Когда мы стали обзванивать других кандидатов, сейчас я скажу, какой сектор выпал, и мы блиц. Других кандидатов, они все задавали, ну почти все задавали один вопрос. Знаете, что они спрашивали? Они говорили, а Савва будет? И я понял, что без Саввы никак. Поэтому это спасибо вашим партнерам. Спасибо этим людям прекрасным, да. А сейчас блиц. 3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Галина Беркутова из Москвы просит вас закончить высказывание сатирика Лазаря Метницкого. Спорт укрепляет здоровье, но он же порождает... Болезни.
Ну, тут парадокс, все-таки это шутка. Проблемы. Нервы. Что он порождает? Переживания. Ну, порождает. Давай не молчим. Он проявляет здоровье, но порождает. Но если болезнь, то чем против? Ну вот болельщик. Может, сомнения какие-нибудь? Вот какой-то каламбур, скорее. Да. понимаете? понятно. Ну, какой? Что он сатирик, да. Итак, Денис Казанский ответит. прошу, Денис Казанский. Спорт укрепляет здоровье, но он же порождает... Болезни. Теперь, внимание, правильный ответ. Но у нас шуточная все-таки игра, Денис. Ну, шуточный ответ. Первые 4 буквы правильно. Болельщиков. Спорт укрепляет здоровье, но он же порождает болельщиков. 2-1. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Галина Беркутова из Москвы. А сейчас реклама на Первом канале. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию BetBoom в клубе «Что, где, когда» представляет главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Добрый вечер, Валерий. Добрый вечер, добрый вечер. Знаете, я очень рад вас видеть в нашем зале, и все-таки не могу не спросить, какими судьбами? Ну, вы же, по-моему, весь мир знает, что компания BetBoom – это официальный партнер сборной России по футболу, а в этом году еще стал спонсором программы «Что, где, когда», так что я думаю, что сама судьба привела меня к вам. Валерий, скажите, а почему именно BetBoom? Ну, потому что это самая классная компания. Самая классная компания, где можно делать ставки не только на спорт, но и на киберспорт, например. А также они являются партнерами медиатурниров, о которых я вам позже еще расскажу. С удовольствием вас послушаю. Благодарю вас. Продолжаем игру. 4-й раунд. Господин Хрусталев, Да, по-моему, вот вы что-то типа болельщиков пытались сказать, да? Или мне показалось? Я не буду с вами спорить, конечно, я пытался сказать это. Меня не Ну послушали. вот скажите, Дмитрий, в КВН у вас огромный опыт, а что где когда дебютная игра. Что сложнее? Новое всегда сложнее, чем то, к чему ты привык. Скажите, а какие у вас, может быть, интересные увлечения есть? Чем вы еще увлекаетесь? Вы на что-то конкретное намекаете, судя по Ну вопросу? вот, например, правду ли говорят, что вы целыми днями вяжете шапочки? Ну, не целыми днями и не только шапочки. В моем ассортименте есть еще и шарфы. Но да, есть такое увлечение. Троец. Дмитрий. Я это называю противоартрит. Дмитрий, Так, да? скажите, а правду говорят, что был случай, когда вы катались на лыжах без снега? Я об этом не помню, но может быть это было. Троец. Против вас играет программист Александр Прокофьев из Троицка. В детстве будущий композитор Эдуард Колмановский жил на Арбате. Окна его квартиры выходили прямо на театр Вахтангова. Было у него одно развлечение, из-за которого вторые и третьи он знал лучше, чем первые. Внимание, вопрос. Что, будучи подростком, часто делал Эдуард Колмановский? Звонки. Отделение, да. Там постоянно поют. Отделение. Три звонка в театре. Главная роль, вторая роль, третья роль. У него окна, он видел что-то. Вторые, третьи акты пьес он знал лучше, чем первые. А что, он открывал окно и слушал? А вот Может быть, он делал? видел, что он видел, как бегут люди, как, У него может быть второе, третье в театре. Еще раз. Он видел первое, потому что это блюдо. Расписание у него там. Может быть, второе, третье это блюдо. Он мог слышать. Вторых и третьих исполнителей Он жил ролей. напротив. Напротив. Там перед театром Вахтангова все время поют. Там Да, постоянно он музыкант, выступают. композитор. да. Вторые, третьи. А кто тогда такие вторые, третьи? Композитор. Ребята, если это вторые, третьи акты пьес, он знал лучше, чем первые, то почему и что он делал? Вот в чем Открывал вопрос. окна. Не сразу слышно. Он может быть, он что-то должен был видеть, у него окна Потому что выходили. люди спешат быстрее. А он композитор. Он видит, что спешат люди по Арбату в театр, чтобы Что успеть к значит началу видеть спектакля. второй звонок? Лучше знать. Композитор. Ну это да. Итак, кто будет отвечать? Ну, давайте, наверное, мне надо сформулировать.
Что-то мы как-то не придумали ничего такого прям выдающегося. Кажется, что вторые, третьи, возможно, акты исполняемых произведений в театре Вахтангова знал маленький мальчик лучше, чем первые. Ну, а развлечение у него было, соответственно, наверное, может, в театре как-то душно становилось, какие-то окна открывали, поэтому, собственно, вторые и третьи он и знал. Первое еще было все закрыто там внутри, а он, соответственно, ну, напротив жил, открывал окно и слушал вот эти произведения. А теперь, внимание, правильный ответ. Очень приличные люди пришли к нам сегодня в гости. А сейчас, то есть про действие все правильно, а вот что делал, вы не догадались. А вот сейчас наши знатоки, не такие воспитанные люди, как вы, господин Авдеенко. Что же делал Эдуард Колмановский? Незаконным образом проникал в театр. Господин Мухин, жил будущий композитор рядом с театром. Он без одежды заходил. Прямо из своих окон Эдуард видел, что в театре закончился первый акт. Эдуард выбегал из дома, сливался с публикой, которая выходила на улицу во время антракта, и бесплатно попадал в театр. Поэтому вторые и третьи действия будущий композитор знал лучше, чем первые. 2-2. 100 тысяч рублей получит Александр Прокофьев из Троицка. Я вам на 10 секунде говорю, это не звонки. Чего мы про них обсуждаем? Окна видит дома. 5-й раунд. Давайте. Госпожа Караулова, знаете, честно говоря, я вас немного побаиваюсь. А я вас, господин ведущий. Это взаимно. Вы про себя расскажете, а я объясню, почему я вас побаиваюсь. Вот смотрите, вы выиграли в шоу «Фантастика» и стали после этого членом жюри. До того победили в игре «Кто хочет стать миллионером» и стали ведущим. Что будет со мной, Юлиана, если вы сегодня выиграете? С вами в любом случае все будет хорошо, не претендую, правда. Видит Бог. Вы уже решили, какой пост вас устроит? Вы знаете, и там я этого не желала. Все произошло само. Доверимся судьбе. Волгоград. Против вас играет юрисконсульт Анастасия Шашкова из Волгограда. Посмотрите, Юлиана, посмотрите на экран. Знаете, кто это? Это индейцы Маруба, коренное население самого западного района Бразилии. Сотни лет Маруба занимались охотой и рыболовством. Но в 2024 году в племени начались проблемы с едой. Внимание, вопрос. Что появилось в том году в тех краях? Интернет. Да, ты подал про интернет. Спутниковое телевидение. Интернет, они все Какой-нибудь космический. Они просто отвлеклись, перестали жить в работать. интернете, да, они просто Охота и рыболовство. Смотрите, они Западная перестали Бразилия, работать. это самые истоки Амазонки, это туда вот совсем далеко-далеко, это прям совсем там беда. Спутниковый интернет, Starlink Либо появился. телефоны, у них Охота появились и телефоны, рыбалка. с интернетом, да. Они перестали охотиться и рыбачить. Да. Что могло появиться? Магазин открылся. Доставка, да, появилась продуктов. Но нет, это оно наоборот бы это решило проблему еды. Стала проблема еда. С едой стали проблемы. Миграция животных, вот туда, если поискать. Станция то есть, какая-нибудь поменялось. энергетическая появилась, и они из-за этого что-то там... Хижина вот так привозили. выглядит, не может ничего говорить о том, что... Плотина появилась. Может, там какая-то антенна висит, нет? Или электричество провели? И они перестали ходить на Ну, а электричество, понимаешь, слишком общее. И... Может быть, они что-то стали должно выращивать. отвлекать от охоты и рыбалки. Зачем нам фотографии показали? Да. Просто как они Чтобы вы знали, как они выглядят. Моя общага. Прошу. Алис, прошу, кто отвечает? Давайте господин Савченко ответит. Святослав, прошу вас. Но мы предполагаем, что у них появился интернет, они перестали, собственно, охотиться, потому что все время проводили там. В нем, непосредственно, в А интернете. теперь, внимание, правильный ответ. Святослав, вы знаете, не зря ваши партнеры спрашивали
А сало будет? Индейцы позабыли об охоте и рыбалке, потому что в прошлом году в их края, посмотрите на экран, добрался интернет. Жизнь племени оказалась под угрозой. Вождям пришлось ограничить время доступа. 3-2. 3-2 в пользу знатоков. Хорошо, потому что появился это, а значит случилось это. Вот тогда понятно. Уважаемые телезрители, в конце игры Андрей Тимонов вручит лучшему знатоку «Хрустальный атом» — традиционный приз от госкорпорации «Росатом». Андрей, в этой команде люди известные. Есть кто-то, кому вы готовы отдать этот приз уже сейчас, без игры? Ой, господин ведущий, была бы моя воля, я бы всему коллективу Первого канала вручил бы приз за самого ценного игрока. Вы даже не представляете, как много Первый канал делает для освещения того, что происходит на переднем крае науки, где, собственно, атомная промышленность находится. У меня фаворит уже есть, и хотел бы немножко замотивировать знатоков. Дело в том, что ровно 7 лет назад в такой же товарищеской игре Сергей Кашников, прошу прощения, да, получил приз как самый ценный игрок, и вот случилось чудо, и теперь он профессиональный игрок что где когда, поэтому... Чудо! Поэтому кажется, что приз может дать путевку в большое что где когда. Подумайте об этом. И может быть новая карьера. Благодарю вас, Андрей. 6-й раунд. Юлиана, а почему вы меня боитесь? Господин ведущий, потому что вы человек коварный, все об этом здесь знают. Да? И Господин Козлов, непредсказуемый. я коварный? Абсолютно нет, ну что вы. Ну, мне тоже так кажется, Юлиана. Это все слухи. Это все слухи, как лыжи у Хрусталева. Интересно, кто их распускает, господин ведущий. Вот это интересно. Ну, Юлиана, вам нравится играть? Вы удовольствие Очень, получаете? очень, да. Волнительно, конечно, но очень нравится. Спасибо за приглашение. Давайте, еще пока только половина игры прошла. И сейчас у нас Калининград. Против вас играет обладательница «Хрустальной совы», академик Академии телезрителей игры «Что, где, когда» Жанна Бойченко из Калининграда. Госпожа Караулова, вы ведь знаете, кто такой каюр? Знаете? Могу предположить. Это погонщик собак. Внимание! Набор одного каюра. Юлиана, смотрите. Солнцезащитные очки понятно для чего. От солнца защищать. Сигнальная ракетница тоже понятно. Скотч и топор починить нарты в дороге, если что случится. Внимание, вопрос. А какое применение один находчивый каюр нашел в водостойкой туши для ресниц? Может быть, Чтобы следы в пурге было видно. Когда собака теряет след, она видит, черные отпечатки. Лапы намазали, собака идет. А может быть, что когда намокает шерсть, он ее поднимает. Может быть, ресницы, чтобы не слипались у собак, как и у женщин. А у них могут слипнуться? Да. Не знаю. Снег, когда налипает, например, да. Знаете, как лайки выглядят? Водостойкая туш для чего? Который в космос улетает. Как раз глаза поднимаем. Давай еще подумаем. Да, давайте, да. Значит, не будем совать Ладно, нет, ресницы, да. Едет точку Б. Она водостойкая, то есть она все время помогает, чтобы что-то, чтобы вода стекала. Слипнется и с тушью, честно говоря. Слипнется и с Ну тушью. ничего, ну может не так быстро. Во время Ресницы для того, чтобы не слепались глаза. Ну так собаки. Давай еще Да. Давай еще подумаем, что лапы нет. Итак, отвечает Юлиана Караулова, господин ведущий. Юлиана, прошу вас. Господин ведущий, есть версия, что водостойкая тушь нужна для того, чтобы, собственно, красить глаза собакам, чтобы у них не слепались ресницы и не закрывались глаза во время пурги. Ресницы красить. Да? А теперь, внимание, правильный ответ.
Юлиана, ну, то, что тушь для ресниц как-то для глаз, это понятно. Вы знаете, но я единственное хочу вам сказать, что я даже не уверен, что в зале мне сейчас правильно кто-то ответит, но если у кого-то есть версия, я готов послушать. Господин Антохин. Да, господин Ильич, я с удовольствием наблюдаю за игрой команды, поэтому даже и не думается, если честно. Это плохо, потому что может понадобиться помощь клуба, а вы не думаете. Есть еще версии, есть у кого-нибудь, господин Филиппов? Нет. Нету? Алена, нет у вас? У меня есть предположение. Насколько я помню, игроки в американский футбол наносят какую-то черную краску под глаза. Это как-то связано с тем, что бликует, что-то бликует или солнце светит. Может быть, им красят под глазами шерсть, если она белая, чтобы каким-то образом не бликовало, не знаю, солнце или снег. Еще раз, внимание, правильный ответ. Свои глаза каюр спасает от яркого солнца с помощью солнцезащитных очков. Но солнце создает проблемы и для собак, особенно, госпожа Повышева, светлого окраса. Тушью для ресниц один каюр рисует на собачьих мордах, посмотрите на экран, темные очки. Помогло ли это собакам или нет, они не рассказали. 3-3. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Жанна Бойченко из Калининграда. Госпожа Повышева, но я вас поздравляю. Мне кажется, вы придумали применение. Это такой мега-щелчок. Седьмой раунд. Господин Казанский, вы в нашем зале сегодня в 99-й раз. И впервые за столом. Какие у вас ощущения? Расскажите. Ой, ну вообще, Настя, скажите, вот стоя в зале, возможно представить состояние знатока? Нет, ни в коем случае, потому что давление тут таким атмосферным столбом, я уже как-то приводил цитату, что волосы стынут в жилах, вот это как раз тот самый случай, просто невероятное что-то творится, и с этим волнением тяжело справиться, но наш капитан помогает управлять этими эмоциями. Денис, а вот для телезрителей, которые только что подключились, можете прокомментировать, что сегодня произошло уже в этой части игры? Ну, знаете, в первом тайме пока достаточно равная борьба за инициативу идет, но я думаю, что очевиден класс соперника, однако сила воли и характер команды, которая находится за столом, доведут ее до победы. Прекрасно. Назрань. Против вас играет журналист Хусен Гагиев. Город Назрань. Внимание! Родственнички. Господин Мухин, этот рисунок был опубликован в одном журнале в 1912 году. На нем вы видите бабушку, которая хочет помочь своему внуку. Внука мы от вас скрыли. Внимание, вопрос. Чем заняты родственники? Она хочет помочь. Собирают его в гимназию. Взрослый уже. Что-то взрослый внук. Подожди, чем-то они в прятки играют? Чем она, как нам помочь Нет, может? она подсматривает, он что-то делает, ест. И причем это такая медвежья Может, услуга, засыпает. скорее. Да, это какой-то очень великовозрастный такой. Может быть, он с девочкой общается, внук, Ну, первый раз. чтобы слухи распустить. Готовят к свиданию. может Ну быть. да, Свидание да. скорее. Какое-то она хочет помочь. Первая встреча, ну... Что они делают с семьей еще, когда так спросили? Может Как там фраза звучит? может Вопрос. оценить Чем девочку занят- какую-то. чем заняты родственники? Да, привели невесту, оценить ее. Сватают. Чем помочь? Если это игра прятки, то что он помогает спрятаться или наоборот, чтобы его... Или подглядывать. Не собирает, уже невеста здесь тогда должна быть. Чем заняты родственники? Чем заняты родственники? Целуются, может быть, там что-нибудь. Может, она ему действительно помогает как-то... Судя по ее лицу, они делают 12-й что-то такое. год. 1912 год. Бабушка, внук. Что у нас 12 Чем занят? Чем ассоциация 12 года? Может, подарок ей? Итак. Тайны готовят ей подарок? Итак, тишина. Кто отвечает? Давайте попробует Вадим Галыгин сформулировать. Вадим, прошу вас. Ну, здесь
Я попробую сформулировать таким образом. Допустим, что у бабушки какой-то праздник, например, день рождения, и родственнички, и внук там готовит ей тайный какой-то сюрприз, подарок. Там только внук. Только внук? Да. Да. Я сказал, а внука скрыли. Там только внук, но чем заняты родственники? Да? Эти родственники, да. Бабушка и внук. Они играют, допустим, играют в прятки. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. На этот вопрос, пожалуйста, не озвучивайте. У кого-то есть в зале версия? Есть, я теперь начал. Есть, но теперь есть. Господин Галыгин, сначала вот немножко как бы вас помочь вам разбираться в наших вопросах, мне кажется, это очень показательно. Скажите, как вы думаете, что собирается сделать бабушка? Открыть дверь или закрыть? И видите, посмотрите на картину, видите, мы там тщательно скрыли другую часть двери. Видите, прям даже второй ручки не видно. Как вы думаете, открывает она ее или закрывает? Прикрывает. А если прикрывает, то что? Может зуб выдергивать. Господин Антохин, ваша помощь не понадобилась. Бабушка готовится, господин Мухин, резко закрыть дверь. А к двери привязана нитка. Бабушка помогает внуку, посмотрите на экран, вырвать зуб. Вадим, скажите, вам удаляли так зуб, господин Галыгин? Но честно скажу, что нет, я это делал сам. Но, каким образом? Ну, примерно таким же, только не при помощи двери. У тебя длинные руки. Да. 4-3 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Хусен Гагиев из Назрани. Непонятно. Господин Мухин, еще ничего не потеряно. Счет 4-3 только. Реклама на первом. Господин Карпин, Валерий, а вы знаете, чем похожа команда знатоков? Не это, а вообще все знатоки. На сборную России по футболу. Ну, один спонсор у них, Бэтбум. Нет. Валерий, они выигрывают почти все товарищеские матчи. А я надеюсь, что сегодня будет так же. Да, но сборная России выигрывает на 0 все матчи. Последние товарищеские. Это очень хорошо. Кстати, вас можно поздравить, да? Сейчас уже 4 пропустили. Валерий, вас можно поздравить. На этой неделе сборная России обыграла сборную Замбии. Вы довольны? Ну, я доволен, да, я доволен. И даже, наверное, не победа, а именно доволен игрой. Потому что ребята показывали хорошую игру, так же, как ноги сегодня показывают хорошую игру. Пока результат не очень, конечно. Но Юлиана сказала, что ей нравится играть, а мне даже нравится стоять здесь просто. Вот. Но это были первые бэтбум матчи сборной России в этом году. А в июне у нас еще 2 матча с соседями с нашими Беларусь и с не нашими соседями сборной Нигерии. Так что ждем всех на стадионе вместе с компанией бэтбум. Будем очень рады всех видеть. Будет жарко. Благодарю вас, Валерий. 8-й раунд. Уважаемые телезрители, у вас есть множество способов для отправки вопросов на игру «Что, где, когда». Хотите по электронной почте? Пожалуйста. Хотите по почте? Будем рады. А заполните форму на сайте tvigra.ru, будем вам признательны. Господин ведущий, хочу напомнить, что можно отправлять в день игры вопрос в 13 сектор. Отправлять уже на следующую игру «Я буду счастлив». Адрес тот же 13.alfabank.ru. А вы будете счастливы больше, чем я признателен, или примерно так же? Примерно на 100 тысяч рублей больше. Иванова. Против вас играет предприниматель Светлана Пугачева, город Иваново. Господин Казанский. Да, господин ведущий. В своих воспоминаниях
актриса Александра Каратыгина описала ситуацию, произошедшую в 1819 году. Послушайте. Как-то в Большом театре он вошел к нам в ложу. В самой патетической сцене снял с себя парик и начал им обмахиваться, как веером. Затем он со стула соскользнул на пол и сел у нас в ногах, прячась за барьер. Надвинул парик на голову, как шапку. Так и просидел на полу, отпуская шутки насчет пьесы и игры актеров. Внимание, вопрос. О ком вспоминала Александра Михайловна? Клоун какой-нибудь. Режиссер этого спектакля. 1819. Ну что, режиссер? В большом. Это может быть какой-то там спектакль, чтобы был... Кого мы вообще оттуда, кроме Пушкина, кого мы знаем в те года? Может быть, кто-то... Царские особо не могут быть. Без париков ходили. Он вошел в ложу и шутки отпускал. А если какой-нибудь Байрон мог дирижер тогда быть? театра? А мог это быть... Художественный руководитель Ну как, театра? наверное, не кого-то конкретного имеется в виду. Может быть, там шел был не спектакль, а какой-то цирк. Это, А мог быть актер, который как бы участвует в спектакле? Не, ну а без него... Он сел на пол и как шляпу надел. А персонаж, которого уже убили в спектакле, он туда пришел. То есть кто это мог быть? В антракте напился и пришел. Пришел, непонятно зачем. У него не было парика. Ну просто актер, которого убили. Который сыграл. Нет, тогда уже лучше режиссер-постановщик какой-то. То есть тот, кто пришел, поставил. Да. Кто еще мы не знаем, вообще в парике ходит? Итак, господин Мухин, вы будете сами отвечать или У возьмете? нас, да, появилась возможность взять помощь клуба. Я думаю, сейчас самое время это сделать. Вы считаете? Да. Да? Ну, клуб говорит помощь, наверное, знатоки все-таки. Как? Никак. Итак, уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде. Пушкин Александр Сергеевич. Прическа была как у Димы, подошли, его обрили. При Тифе там еще такой обрили, у него был парик одно время. То есть Пушкин. Был такой. Алексей, Какой был вопрос? Кто? Кто Пушкин? Кто Пушкин? Такой бы Да. Это стандарт. Записал? Да, Я записал конечно, Пушкин. да. универсальный цирк без такого И вопроса. сидел на полу, шипов не видно было. Итак, Олесь, зря помощь потратили. А я вам пытался намекнуть. Ну, господин ведущий, мы уже привыкли без подсказок в клубе, поэтому тут, видите, уже перестал даже слышать их. Да, спасибо команде магистров. Они нам просто объяснили, почему. Мы это не могли понять, почему. Потому что, вероятно, это был все-таки Александр Сергеевич Пушкин, как объект этого вопроса. Ему тогда было, соответственно, он был молодой, наглый, и, как мы нам сказали, лысый. Он был в парике в тот момент, потому что был наголо до этого обрит. Вот он парик с себя стащил, и дальше вот все, что вы нам рассказали. Да, потому что переболел тифом. Да, господин Друзь, помните, я ускользнул от эскулапа, худой, обритый, но живой. Да. 4-4. Светлана Пугачева из Иванова получит от Альфа-банка компенсацию 100 тысяч рублей, потому что знатоки ответили на вопрос только с помощью клуба. 9-й раунд. Господин Галыгин, Да, Вадим, господин скажите, а вот человеку, профессионально занимающемуся юмором, сложнее угадывать чужие шутки? Или язык юмора универсален? Или наоборот у каждого свой? Ну, безусловно, юмор у каждого свой, но я как-то стараюсь не угадывать шутки, стараюсь их все-таки сочинять, придумывать и дарить людям. Вот. Ну вот сложно там с зубом придумать? Да, я просто, знаете, не заметил, в какую сторону дверь открывается. Если бы там был вкл-выкл, там какие-то... Химки. Чуть-чуть не докрутили. Против вас играет журналист Ирина Гуляева, город Химки. Господин Савченко, Да. из вас получился бы хороший детектив, как вы считаете? Я очень сомневаюсь, честно говоря, что во мне развиты подобные дедуктивные способности. Вы не умеете распутывать запутанные истории?
как показывает практика, не все, господин ведущий. Ну, давайте разберемся вот с этой. Послушайте, Святослав. В советские времена в Доме творчества в Ялте отдыхала группа писателей. Рассказывают, что в начале отдыха коллеги дали друг другу обещание не работать по утрам. Но уже через пару дней это обещание стал кто-то регулярно нарушать. День ото дня отношения все ухудшались и ухудшались, но вины никто не признавал. Тогда решили провести расследование и выяснили, что во всем виноват, внимание, вопрос, кто же во всем виноват? Режим, петух кричал, они путали утро. Утро и вечер. Разница во времени между тем, они же Это Ялта, там нет день. Ялта, Дом творчества. Дом творчества кого? Писателей, наверное. А что значит работать по утрам? Как он мог мешать, работать по утрам? Радио могло мешать. Там нет, подожди, радио мешает. Гимн зазвучал. Еще раз, кто или что? Кто? Это значит кто-то. Нет, там во вторник свистел петух в Ялте. Завтра. Вообще это дворецкий, но это не про то речь. А если условно алкоголизм какой-нибудь, что-то? А как может быть кто-то виноват в том, что кто-нибудь... Кто виноват? Не конкретный, не человек. Работал, может это музыканты, ну тогда было понятно кто. Может музыкант отдыхал, играл на трубе там сначала. И все проблемы. какие еще версии? Ну, пока у нас только есть. Ну, как он виноват просто? Будил. Он будил корректно рано утром. Почему они сразу работать начинают? Итак, сначала кто будет отвечать? Ну, господин Савченко будет отвечать. Господин Савченко, речь идет, просто Олесь как-то переспросил, о Доме творчества, где отдыхала группа писателей в советские времена. Это важно. Прошу вас. В советские времена группа писателей не могла не начать работать, потому что на радио в этот момент начинал звучать гимн. То есть они решили, что... Я каждый раз начинаю работать, господин ведущий, в момент, когда слышу гимн. Святослав, скажите, пожалуйста, а как вы себе представляете, вот писатели работают по утрам, каким образом они могут друг другу мешать? Звоном стаканов, господин ведущий, в основном писатели мешают друг другу. Скажите, а как вы считаете, в советские времена как писали писатели? Скрип пера, печатная машинка. Так. И, соответственно, дятел им мешал. Им мешал дятел, который, собственно, возбуждал в них творческий порыв, потому что его звук был равносилен звуку печатной машинки. А теперь, внимание, правильный ответ. Писатели договорились не работать по утрам. Но днем они часто садились за пишущие машинки. Конечно, вам сложно. Вам сложно, потому что дятел, он просто стучит и стучит. Стук клавишей с удивительной точностью научился копировать дрозд. Дрозд, или какая-то другая птица. Просто дятел, он не подражает, да, он просто стучит и стучит. Имитация. Он-то и оказался виновником конфликта. Господин Мухин, как-то вы не разложили вот это совсем. Да. Кстати, Олесь, 1 апреля еще и Международный день птиц. Что-то мы не подготовили. 5-4. Ирина Гуляева из Химок получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Госпожа Шутова. Анастасия, как вам игра новичков сегодня? Очень задорно, энергично. Я надеюсь, что сейчас они возьмут еще 2 очка и выиграют. Госпожа Любинская, а вам, как кажется, задорно возьмут 2 очка? Да, мне очень нравится, что ребята легко играют, и мне кажется, что эта легкость должна им сейчас помочь преодолеть сложную ситуацию. Господин Белозеров, а вы улыбаетесь? Да, господин ведущий, настроение это все равно хорошее создает команда, и я верю в то, что сейчас у них все получится, поэтому вперед из песни, что называется, но не дрозда.
Благодарю вас. Господин Козлов, ну и напутствие, что им надо сделать, ну кроме того, чтобы поработать? Ребят, послушайте, пожалуйста. Сейчас счет 0-0. И вам нужно для начала взять 2 очка, потому что приятнее потом продолжать игру. И на табло волшебным образом появится цифра 6 с красной стороны. Все будет хорошо. Надо немножко сбросить с себя груз ответственности за Первый канал, за самих себя, за семью. И играть, и выигрывать. Мы в вас верим! 10-й раунд. Господин Мухин, ну вы на предыдущем вопросе немножко не помогли команде. Надо было все-таки вот разложить вот это вот мы не могли представить, да, как они мешали писателей, друг другу, печатную машинку бы придумали, вы бы ответили. Вам надо было эту часть придумать, а потом бы, видите, Святослав бегом один придумал птицу тут же после печатной машинки. Создатель птиц. Заведу дрозда. После этой игры я точно заведу дрозда. Давай. Давайте. Все рабочие вопросы. Просто отвечаем. А так надо было? Бахчисарай. Про фонтан что-то. Против вас играет Марк Силин, город Бахчисарай. Господин Мухин, скажите, вы любите водить машину? Да, если честно, люблю. Вы такой заядлый автомобилист? Нет, не заядлый, просто люблю, и не на очень длинное расстояние мне доставляет удовольствие. Так вот сел куда-то, приехал оперативненько, и вот. Олеся, скажите, а сколько лет вы женаты? Могу даже точно сказать. В июле 29 будет. Жена вами довольна? Говорит, что да. Олесь, вы наверняка слышали о технологии, которая в случае нарушения разметки возвращает автомобиль на свою полосу. Да, есть такая. В 2019 году одна компания при помощи этой технологии решила помочь некоторым семейным парам. Внимание, вопрос. Какую проблему хотели решить и какой предмет интерьера предлагали усовершенствовать? Может быть, шторы? Предмет интерьера. Диван. Какая проблема может решить? К холодильнику кто-то шел. Выбрать чего-то цвет. Они хотят Что в семье развестись. выбирают? Почему? Не хотят развестись, они друг другу мешают. Ты с полосы выезжаешь. Смотри, возвращаешь куда-то. Две семейные пары друг другу мешают. Может быть, Долго лежит на диване, например. Кто-то. Вставай с дивана. Две раковины для мужа, одна для жены, другая. Предмет интерьера. Это интерьер. И Диван возвращался. Куда-то пошел налево. Нет, как правило, смотри, люди спорят о том, где что-то расположено. Кровать, кровать, да, шкаф. В кровати, чтобы у каждого своя половинка была. Ну, как это... Где мы вот сталкиваемся с женами постоянно? Зубные пасты, зубные щетки. Кто первым утром в туалет пойдет? Чтобы это недавно все случилось. Туда-обратно. Вернись на место, на рабочее. Или с дивана. Ну что? Диван, кровать, спальня. А как на кухне? Господин Мухин. Ох ты, очень много версий у нас, если честно. Господин ведущий, можно вас все-таки попросить вопрос повторить? Может, здесь вы можете взять минуту в кредит, если хотите. Я думаю, что надо взять, потому что мы не придумали, а тогда до следующей надо будет быстро отвечать, да? По сути, досрочный ответ давать, так? Сейчас выясним. Итак, знатоки просят минуту в кредит. Господин Гиязов, вы готовы предоставить знатокам минуту в кредит? Вы знаете, господин ведущий, все-таки сегодня за столом не профессиональные знатоки, ну, кроме Олеси Мухина. И поэтому я бы хотел сделать две вещи. Во-первых, предоставить минуту в кредит. А во-вторых, сделать так, чтобы ее не надо было возвращать. Но, с другой стороны, не возвращать банку кредит нельзя. Поэтому знатоки возвращать ничего не будут. А вот так неформально мне будет должен, скажем так, господин Тимонов. Господин Тимонов, если вы не возражаете против этого предложения, то... Вообще, конечно, удивительная игра, что господин Гиязов стал на сторону знатоков. Ну, конечно, поддержу предложение. Буду должен. Но не на вашу сторону. Итак, повторяю вопрос. Вы наверняка слышали о технологии, которая в случае нарушения разметки возвращает автомобиль на свою полосу.
В 2019 году одна компания при помощи этой технологии решила помочь некоторым семейным парам. Какую проблему хотели решить и какой предмет интерьера предлагали усовершенствовать? Кровать, он закатился на ее территорию. Это Робот-пылесос, технология, значит, это что-то интерьера. длинное. Кровать, это нормальный предмет интерьера, так можно сказать? Люди живут, друг Давай друга бесит. бесит. Зеркало, Кровати, стол, да. Это моя Туалет. В половина, туалете да. что-то может бесить? А если Совсем туалет матрас, интерьера. матрас, Подожди, а который если... приподнимается, опускается, Что не предмет есть. интерьера? Что у нас в туалет, ванна, что там может быть? Предметы в зеркало смотри. Они Торшер. вы не понимаете, что это крышка? А может быть зеркало, действительно, что зеркало может быть такое? Ну, не в свое смотрелся, нет, но столик, стол обеденный. То есть у них конфликты. У них конфликт, что он залез на чужую территорию. Да-да-да. Технология, которая возвращает тебя в полосу. Возвращает его свое, да. Так это вроде классика, это так... Что это может Кто-то быть? закрывает, кто-то открывает. А может Смотри, быть, как она... Давай вернемся к началу вопроса. Как она возвращает на свою полосу? Они разные бывают. как-то да. системы. Не, причем она как бы, получается, человека немножко возвращает, понимаешь? То есть ты где-то что-то вот тебя прям возвращает, эта технология. Ну, может быть, что-то на место вернется. Это ты возвращаешься на место. То есть ты что-то сдвинул, это все вернулось. Почему? Итак, кто отвечает? Мне надо отвечать, наверное. Прошу, что это за предмет интерьера? Мы все-таки думаем, что речь идет про какие-то, ну, Какую? Чего? какие-то спальные места, может быть, все-таки какая-то... Ну, назовите уже спальные Кровать. места, Ну, как-то... да. Ну, мы имеем в виду кровать, в первую очередь, когда... Так, где вы встречаетесь с женой? Вот вы правильно в момент обсуждения. Вы знаете, я живу такой жизнью, что да, в основном там Так. мы и видимся, да. И? И, Кровати. соответственно, чтобы супруг в ночи, скажем так, не перекатывался, такая технология, как машину возвращает в полосу, так и супруга какой-то валик или какой-то приподнимает, возвращает как бы на его половиночку этой кровати. Ну и вот такая какая-то А теперь, технология. внимание, правильный ответ. Умные технологии инженеры попытались внедрить, посмотрите на экран, в кровать. Если кто-то из супругов во сне оказался на чужой половине, механизм кровати плавно вернет его на свое место. 5-5. Господин Гиязов, но Марк Селин из Бахчисарая получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка, потому что знатоки взяли дополнительную минуту в кредит. Разумеется, без сомнений. 100 тысяч рублей. Поздравляем Марка. 11-й раунд. Господин Казанский, Денис, скажите, и все-таки, насколько важна для вас победа или участие сойдет? Вы знаете, мы говорили о том, что есть такое понятие в спорте очень странное. Мне кажется, Валерий Георгиевич не очень любит господин Карпин. Такое достойное поражение. То, чего не бывает. Либо ты побеждаешь, либо ты проигрываешь. И тут участие нет. Это для Пьера де Купердена. А мы вот все-таки здесь для другого. Будем играть... Юлиана, скажите, мне не стоит опасаться вашей победы? Кресло подо мной не закачается? ничего не бойтесь, я с вами, все будет хорошо. Пенза. Приходите в фантастику. Против вас играет учитель русского языка Ирина Полякова из Пензы. Госпожа Караулова, ну раз уж мы с вами так сдружились, скажите, в какой части Москвы вы проживаете? Я живу за городом. А поточнее? Вам район назвать? Ну да. Ну, мы только познакомились, а уже хотите, чтобы я вас пригласила. Но в районе главкино. Господин Галыгин, а вы? Я живу, как ни странно, в том же районе, господин. Но мы не вместе живем, важно уточнить. А, да, это да. Господин Хрусталев, а вы в какой части Москвы? Я на Ходынке. Господин Савченко, а вы? Я живу в 12 минутах от охотничьего домика. Здесь недалеко. На Ленинском проспекте? Да. Господин Казанский? А я замкадыш. Господин Мухин, ну с вами все понятно. Да, я в гостинице. Уважаемые знатоки, летом прошлого года среди москвичей был проведен один опрос, по результатам которого составили, посмотрите на экран, вот такую карту. Желтым цветом обозначены районы, в которых предпочтение жителей
разделились. Внимание, вопрос. Что обозначено коричневым цветом, если серым обозначен кефир? Квас, кефир. Это на чем делать окрошка? Кефир и квас. На воде. Да, коричневый. Мы готовы. А господин ведущий, мы хотим, чтобы у господина Тимонова долг секунд 10 составлял. Прошу. Святослав Савченко гениально, на мой взгляд, придумал. Прошу, Святослав. Кефир – это предпочтение жителей Москвы, которые делают окрошку на кефире, а коричневый квас – это предпочтение на квасе, я с ними. Вы на квасе. Я на квасе в основном, по мне видно. Вы знаете, в моей семье тоже разногласия. Я люблю на кефире, а жена... Речь шла, посмотрите, об окрошке. Вам сейчас вынесут ее. Окрошку покажите. Кто-то предпочитает на кефире, кто-то на квасе. Угощаетесь, а счет становится 6-5 в пользу знатоков. Счет 6-5 в пользу знатоков. Команда одерживает победу над телезрителями, но несмотря на это, надеюсь, телезрители остались довольны. Вот имена победителей. Денис Казанский, Святослав Савченко, Дмитрий Хрусталев, Вадим Галыгин, Юлианна Караулова и Олесь Мухин. Господин Тимонов, кто из знатоков был сегодня лучшим? Знаете, этот вопрос неоднократно звучал за этим столом, а Савченко будет героем. Святослав Савченко, поздравляю, хрустальный атом ваш. Господин Киязов, кто получит приз за лучший вопрос? Да, лучшим вопросом станет вопрос об Эдуарде Колмановске, который незаконно пробирался в театр. И Александр Прокофьев из Троицка получит дополнительные 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Благодарю вас. 100 тысяч рублей призового фонда этой игры остались не разыгранными, и вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года. Теперь там 1 миллион 100 тысяч рублей. Уважаемые телезрители, через неделю в нашем клубе начнутся игры магистров. Смотрите первую игру в следующее воскресенье, 6 апреля, сразу после программы «Время». А эта игра закончена. Спасибо всем за игру. Итак, уважаемые знатоки, вы сегодня блиц не доиграли, поэтому впечатление об игре в форме блица. Денис Казанский. Обалдеть можно. Мы победили. С помощью знатоков. Святослав Савченко. Но лучше быть уже, наверное, не могло. 6-5 так выиграть с такой командой мечты. Я считаю, это было потрясающе. Дмитрий Хрусталев. Несмотря на то, что я своими ответами много пользы не принес этой команде, мое присутствие, наверное, им все-таки помогло. Мы команда. Да. Вадим Галыгин. Да, действительно, спасибо команде, спасибо клубу, и можно спокойно удовольствие шагать получили? в 1 апреля. Безусловно, колоссальное. Можно спокойно День смеха встречать улыбкой. Ура! Юлиана Караулова. Искал новых друзей Вадима, нашла я. Прекрасные парни, теперь, я надеюсь, надолго со мной. Мы команда, и наш капитан Алис. Алис, ну и вы. Ведущие, вы знаете, для меня был сегодня праздник, когда мы сюда пришли, праздник, как мы начали играть, тяжело, и в итоге такой праздник в конце. Я считаю, что мы как команда состоялись вот именно сегодня. Олесь Мухин. Благодарю вас. До встречи. Приходите к нам в гости.